Вот единственное, от чего бы я стала обрабатывать новые купленные орхидеи, это от клеща. Ой, Сёма. Сёма. Да, держите цветы. Цветы держим. Сёма уходит, потому что сегодня разговор пойдет о химии и о вредителях. Сёмочка, ты же не вредитель. Еще какой самый большой вредитель. Все, уходи. Сегодня здесь опасно. Ну, не так опасно, все препараты спрятаны. А Сёма уходит. Я тебя тоже люблю, но ты мне будешь очень мешать сегодня, хорошо? Давай, Сёмочка. И я здесь не открывала большой стол. Сёма, не надо тереться. Давай, все. Так, еще один помощник пришел. Да, вот они тут все. Свет включили, они прибежали. Вы как мухи на свет. Добрый день, друзья. Сегодня покажу вам орхидеи, которые я приобрела в Леруа Мерлен в прошлую среду. Но буду рассказывать в основном не об этих орхидеях, а о препаратах, которые борются с вредителями. Много вопросов, почему я не обрабатываю сразу орхидеи после покупки. Вот сегодня я все это вам и расскажу. Но сначала орхидеи. Поставка действительно была потрясающая. Ссылку на видео об этой поставке я оставлю в правом верхнем углу экрана. И 3 орхидеи я приобрела в Леруа Мерлен. А одну маленькую орхидейку, ну вот так повезло. Знаете, ну как всегда у нас бывает. Пошла в магазин за овощами, а вернулась, конечно, с орхидеей. Есть у нас небольшой цветочный павильон рядом с супермаркетом. И там бывают орхидеи, их бывает немного, 10-15 штук. Но попадаются очень красивые экземпляры. И вот такую орхидею я купила в этом павильоне. Маленькая мини-орхидейка. Чем-то мне напомнила орхидею Санта-Клаус. Не точно такая же расцветка, как у Санта-Клаус, но вот не знаю, посмотрела и мне очень понравилось. Небольшая мини-орхидея. Корни есть, торфяной стакан есть, все в наличии. Но, кстати, на горшке есть название, написано «шоколад». А может быть, это действительно ее название. Хотя поискала в интернете, не нашла. Ну, как всегда. А в Леруа я приобрела 3 орхидеи. Давайте так очень быстренько. Одну орхидею красивого цвета, насыщенного, но в то же время какого-то приглушенного. Ну, мне так кажется. У этой орхидеи корни есть. Все орхидеи были сухими корнями. Конечно, за это время я сделала полив. Орхидеи очень молодые. Видно это по розетке и по небольшим, некрупным листьям. Ну и как всегда, я же обещала, что я буду приобретать биглипы, которые совершенно без корней. И вот 2 биглипа, у которых в горшке, по крайней мере, корни отсутствуют. И есть воздушные небольшие корни. У одной здесь виден 1 корень. И вот этот сломанный длинный корень. В горшке нет ничего, смотреть даже нечего. И у другой орхидеи примерно то же самое. Есть воздушные корни, есть сломанные корни. Но в горшке
полный ноль. Но будем надеяться, что эти молодые орхидеи у меня выживут. Кстати, этот биглип распускает цветы, а другой засушивает бутоны. Но цветы очень красивые. Если вы точно знаете название, как всегда подсказывайте. Естественно, я не знаю всех абсолютно названий орхидей. И вот вопрос. Места для карантина, конечно, нет. И не только у меня одной. Потому что любители орхидей обычно не останавливаются на покупке даже десятка орхидей. И вот здесь становится дилемма. Как обрабатывать орхидеи? Потому что нужно ставить в коллекцию, ну или хотя бы рядом с коллекцией. А вредители, которые могут быть на орхидее, могут быть нами замечены или не замечены, могут присутствовать, а мы об этом не знаем. Я протираю листья только любым калийным мылом, будь то зеленое, дегтярное или горчичное, и мне этого достаточно. Да, бывает достаточно, но это я такой спокойный человек. У меня есть микроскоп, я могу это все увидеть, я наблюдаю за теми орхидеями, которые недавно купила. Но есть же категория людей, которые просто волнуются, нервничают и допускают много ошибок в обработке таких орхидей. Вот давайте с вами разберем, можно ли, нужно ли обрабатывать орхидеи. Да, если вы сильно волнуетесь о каких-то вредителях, которые могут присутствовать на ваших орхидеях, конечно, обрабатывайте. Препаратов великое множество сейчас. Причем и прошлого поколения, и нового поколения. Конечно, нового поколения препараты более действенные. Так вот, как же выбрать и разобраться в таком огромном количестве препаратов? Покупать 2 десятка препаратов, конечно, не нужно. Вы потратите лишние деньги. Но когда я говорю о обработке вот таких орхидей, я имею в виду обработку, вот эту первичную, если вы волнуетесь об этом, только от клеща. Потому что всех остальных вредителей можно выявить и можно разглядеть невооруженным глазом. Пусть то будет щитовка, пусть то будет мучнистый червец, тля, которая очень редко встречается на орхидеях, но все бывает. И даже трипса можно определить по вторичным признакам. Трипс обычно грызет точку роста, подгрызает листья, причем делает это около основания орхидеи. И такой препарат, как Актара, к сожалению, у меня его нет в наличии, но фотографию я поставлю той Актарой, которой я пользуюсь, конечно, нужно всегда иметь в наличии. И если по вот таким признакам вы определили или увидели этого вредителя, тогда, конечно, обработка Актары. А если вот такие орхидеи, на которых нет никаких вредителей, но клеща можно не заметить даже с микроскопом, потому что клещ любит поселиться не на цветоносах, не на листьях. Естественно, садовник обрабатывает орхидеи, и вот так просто вы его не увидите. Клещ очень любит залезть вот в эти пазухи растений и очень глубоко, и вы этого даже в микроскоп не увидите. Вот единственное, от чего бы я стала обрабатывать новые купленные орхидеи, это от клеща. Препаратов очень много, но я сейчас использую вот такие препараты. Биокил, он существует давно, и биокил борется не только с клещом, но и с трипсом.
Развожу так, как написано на упаковке. Амайд – прекрасный препарат. Аберон Рапид. Он продается в больших флаконах, но у нас делают расфасовку. Вот такой шприц. 3 миллилитра. Но больше всего сейчас мне нравится препарат Sunmite Profi. И именно этим препаратом я делаю системные обработки всех моих орхидей. Не только новые, которые недавно купила. Есть один нюанс. Нет такого препарата, который бы боролся со всеми вредителями сразу. Есть препараты контактного действия, системного действия, проникающего действия. Это все препараты разные. И если вы действительно увидели клеща, то одной обработки будет мало. Но когда вы принесли новую орхидею, хотя бы один раз можете смело обработать ее любым препаратом от клеща. И есть еще один препарат, который мне тоже очень нравится, это Маспилан. Маспилан системного действия, и у него действие как у Актары. То есть все жесткокрылые, там написано великое множество, с кем и как он борется, и он системный. То есть он снизу вверх проникает во все клеточки растения. Но опрыскивание этим препаратом тоже дает потрясающий эффект. Но, к сожалению, с клещом он напрямую не борется. Если вы попали этим препаратом на клеща, конечно, он его победит, но яйца, нимфы, личинки, к сожалению, нет. Нужно брать акарицид. Тот препарат, который борется непосредственно с клещом. У меня в прошлом году был такой опыт. Растение, на котором я нашла мучнистый червец, я вам показывала. Это эпидендрум. Кстати, на нем сейчас появились бутоны. Так вот, когда я вам его показала, пересадила, я нашла мучнистого червеца. Конечно, я их всех выбрала, этих червецов, пролила актарой. Но поставить вот этот огромный куст, попрошу у мужа, чтобы он вставил маленький кусочек видео, как сейчас этот куст выглядит. Поставить мне этот куст было негде. Я его поставила на подоконник, немного отодвинула от него ванду, но сверху не касалась, но висела хоя. Такое ампельное растение у меня есть. И что вы думаете? Я через 2 недели, вот казалось бы, я всего червеца вывела на самом кусте, никакого червеца мучнистого нет, но вдруг я нахожу массу маленьких особей на хое. А хоя очень благолистная. И вот там-то побороться мне с мучнистым червецом пришлось вот именно правильно, системно. Потому что если вы кого-то нашли, то одним поливом или опрыскиванием вы не убьете этого вредителя. И вот там мне пришлось и опрыскивать актарой, и 2 раза поливать хою актарой. Но сейчас она прекрасно себя чувствует, цвела уже в этом году, растет, но я все-таки перевесила ее в другое место. Но никаких больше вредителей на ней не появилось. И боролась я с этим вредителем прошлым летом. Борьба была длительная, почти 3 недели. Но я его победила. Так что, если вы вдруг заметили вредителя, любого, то одной обработкой все равно не справится. А если принесли, ничего не видите, но очень хочется обработать, обработайте. Или маспиланом, это будет от многих вредителей, в том числе и от клеща, но это побочное будет явление. Или же санмайтом или другим любым акарицидом, который у вас есть под рукой. Не бойтесь, этим вы вреда орхидеи не нанесете.
А за биглипами, которые я опять приобрела без корней, мы с вами обязательно понаблюдаем и убедимся, будут ли они расти даже без корней, или это бесполезное занятие. Время покажет, мы об этом узнаем с вами чуть позже. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.